Турецкий актер Мерт Язычоглу– один из самых заметных представителей нового поколения звезд турецкого телевидения, чья карьера развивалась стремительно, но при этом спокойно, без громких скандалов и репутационных кризисов. С момента выхода на экран проекта «Карагюль» и «До Кызыл Гончалар» он сумел закрепиться в статусе востребованного актера, а его личная жизнь оставалась в центре внимания турецких СМИ и поклонников. Одной из первых известных публике возлюбленных актера стала турецкая актриса Хилал Алтынбилек. Их роман, по данным турецкой прессы, начался на съемочной площадке сериала «Карагюль» в 2014 году. Пара старалась не афишировать отношения. Однако внимательные поклонники из СМИ быстро заметили их близость. Совместные фотографии, выходы, публикации в соцсетях. Вскоре Мерт и Хилал перестали скрывать отношения и отправились в совместный отдых в Бодрум. Кадры с побережья, где они выглядели расслабленными, счастливыми и по-настоящему влюбленными, разлетелись по турецким медиа. В какой-то момент вокруг пары сформировалось устойчивое ожидание. Многие были уверены, что этот союз может закончиться браком. И действительно, их отношения длились более 2 лет, но реальность оказалась сложнее. Два актера с плотными графиками, постоянными съемками и вниманием публики – это всегда испытание. В кулуарах говорили о нехватке времени друг для друга и даже о ревности. Мерт и Хилал расстались тихо, без заявлений. Официальных объяснений так и не последовало. В одном из недавних интервью Хилал сделала откровенное признание любви, которое многие связали именно с ее прошлым романом с Мертом. «Когда я влюбляюсь, я очень сильно привязываюсь, я очень ревнивая. В моей жизни была одна по-настоящему большая любовь. Мне было 24 года, это была моя первая любовь. Именно тогда я впервые по-настоящему переживала боль расставания». Настоящим поворотом в личной жизни Мерта стали отношения с актрисой Афрой Сарачоглу. Их история также началась с совместной работы на съемках фильма «Ие Уюн», но очень быстро вышла за рамки обычного партнерства. Инициатива, как признавалась сама Афра, во многом исходила от нее. Можно сказать, что это я его завоевала. Мне нравилось, как он смотрится на экране. Мы вместе сыграли в одном фильме. Я начала видеть Мерта во снах. В какой-то момент рассказала ему об этом. И разговор за разговором все закрутилось. Мы просто почувствовали, что можем хорошо ладить. Между нами возникла гармония, отмечала актриса. Отношения Мерта с Афрой с самого начала отличались особой легкостью. Они не пытались выглядеть идеальной парой, просто дурачились и, как сами говорили, были друг для друга чем-то большим, чем просто влюбленные. Мерт для меня как игровой партнер. Мы из всего делаем повод посмеяться. Период пандемии, который стал испытанием для многих, для них превратился в еще одно доказательство совместимости. Мы очень подходим друг к другу. Мы как игровые партнеры, у нас одинаковые вкусы. Мы никогда не чувствовали себя запертыми дома. Наоборот, нам всегда хорошо. Если поставить камеру, вы бы подумали, они, наверное, сумасшедшие. Мы из всего находим повод для смеха. Думаю, эта энергия отражается и на экране. Общая профессия только усиливала их связь. Мы 3-4 раза в неделю смотрим вместе фильмы и сериалы. Обсуждаем, читаем сценарии. Это работает нам на пользу. Сам Мерт при этом сохранял свой характерный спокойный взгляд на отношения. Почему моя карьера должна пострадать? Люди следят за теми, кто им нравится. Мои отношения – это личное. Я делаю свою работу и возвращаюсь домой. Не нужно смешивать работу и любовь. На вопрос о любви Мерт отвечал философски. Любовь – это страсть к чему-то. Это может быть человек, предмет или профессия. И вопреки образу романтического героя добавлял: «Я не романтик, я реалист, иногда даже скучный». И все же, несмотря на гармонию, эта история завершилась. После почти 4 лет отношений Афра выступила с официальным заявлением, сдержанным, но очень личным. У нас с Мертом были очень счастливые отношения, которые длились 4 года. Однако мы приняли совместное решение завершить их, сохранив любовь и уважение друг к другу. При этом мы хотим подчеркнуть, что продолжаем оставаться в дружеских отношениях, и в этом решении не было участия каких-либо третьих лиц. В этот непростой для нас период просим отнестись с пониманием и уважением к нашей частной жизни, не выдвигая ничьих предположений и обвинений. Спустя 3 месяца после этого в медиапространстве появилась информация о новом романе актера. На этот раз с актрисой Дилан Чичек Дениз. Их отношения развивались значительно быстрее
и уже не были столь закрытыми. Пару неоднократно видели вместе, в том числе в Нишанташи, где они провели 8 часов в ресторане. Вскоре Мирт и Дилан отправились в совместный отдых на Мальдивы, откуда делились романтическими фотографиями, не скрывая любви друг к другу. Дополнительное внимание привлекли слова самой Дилан, которая после перенесенной операции открыто поблагодарила Мирта за поддержку. «Я перенесла операцию, сейчас восстанавливаюсь. Мирт ни на секунду не оставляет меня одну». Однако, несмотря на такое бурное начало, этот союз оказался недолговечным. Спустя несколько месяцев пара рассталась. Комментарий Мирта вновь был предельно сдержанным. «Это нормальные вещи, которые случаются между людьми. Не стоит все усложнять. Мы поняли, что не подходим друг другу, и решили расстаться, сохранив уважение». В 2024 году в прессе появилась информация о еще одном эпизоде в личной жизни Мирта – его отношениях с рэп-исполнительницей Мелиссой Гюлен, известной по сценическим именем Эмлиза. По данным СМИ, их роман длился около 3 месяцев и проходил вдали от публичности. Пара не афишировала отношения, и информация о них стала известна уже после расставания. Весной этого года имя актера вновь оказалось в центре обсуждений. Теперь уже рядом Зейнеп Артукмач, внучка известного психиатра и сценариста Гюльсерен Будайджиоглу, известный по таким сериалам, как «Яло Чапканы». Совместные появления, в том числе на театральной премьере, мгновенно вызвали волну слухов. И хотя ситуация оставалась не до конца ясной, сам Мирт на вопрос журналистов о новом романе Зейнеп ответил прямо: «Наши отношения развиваются очень хорошо, все идет своим чередом». При этом актер не стал вдаваться в подробности, отметив, что личное должно оставаться личным. Мирт Язычоглу в интервью неоднократно подчеркивал, что не является сторонником активной светской жизни и предпочитает проводить время вне шумных мероприятий. По словам актера, в определенный период он даже пытался изменить себя и адаптироваться к более публичному образу жизни, однако вскоре отказался от этой идеи, признав, что это не соответствует его характеру. Мирт отмечает, что ему ближе уединение, спокойствие и возможность оставаться наедине со своими мыслями. Даже в общении с близкими актер ценит комфортное молчание и простое присутствие рядом. Такой образ жизни во многом определяет его круг общения. Мирт не стремится к широкой социальной активности, редко появляется на вечеринках и практически не замечен в ночной жизни. Вместо этого он делает акцент на профессиональной деятельности, оставаясь максимально сосредоточенным на работе и актерской карьере. Делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.